Знаете, есть автомобили, которые понимаешь с первого взгляда. А есть такие, на которые смотришь и невольно спрашиваешь: подождите, а это вообще что за класс? И если честно, новый Dacia Stryker как раз из таких. На первый взгляд кажется, что это очередной кроссовер, но присматриваешься и уже видишь черты универсала. Потом замечаешь силуэт, который местами напоминает даже классический седан. Получается довольно необычная смесь. Пока почти все производители выпускают все новые и новые кроссоверы, которые становятся все более похожими друг на друга. Dacia решила сыграть по своим правилам. Да, кто-то сейчас справедливо скажет: да любой кроссовер – это по сути универсал с увеличенным клиренсом. И это правда, но Stryker все-таки ощущается иначе. Здесь сама идея автомобиля немного другая, и, пожалуй, именно это цепляет больше всего. Вместо того, чтобы гнаться за модными решениями и бесконечно поднимать ценники, инженерам поставили совсем другую задачу – сделать максимально практичный семейный автомобиль, который останется доступным, и сегодня это уже само по себе звучит необычно. За сумму меньше 25 тысяч евро обещают просторный салон, большой багажник, высокий дорожный просвет и все, что обычно ждут от семейной машины. Сегодня в Европе за эти деньги многие конкуренты предлагают разве что базовую версию компактного хэтчбека. Впервые автомобиль показали еще весной вместе с новой стратегией Renault Group, но только сейчас, после полноценной премьеры, стало понятно, что именно задумала Dacia. В самой компании называют новинку кроссовером нового типа. Когда производитель начинает рассказывать про автомобиль нового формата, обычно хочется отнестись к этому с осторожностью. Наверняка у вас такая же реакция. Но в случае со Stryker все не так однозначно. Если убрать весь маркетинг, то окажется, что перед нами действительно интересный микс сразу нескольких автомобильных классов. И кажется, именно в этом его главная идея – предложить замену привычному кроссоверу, а не просто выпустить еще одну похожую модель. Кажется, нас снова пытаются удивить. Но получится ли? Давайте не будем спешить с выводами и посмотрим, что это за кроссовер нового типа, какие двигатели он получил, чем способен удивить на фоне конкурентов. Сколько действительно стоит и есть ли у него все, чтобы стать новым хитом. Поехали! Dacia Stryker построен на той же платформе, что Duster и Bigster, но характер у него совсем другой. Он выглядит ниже, длиннее и более собранным. Это уже не классический кроссовер, а что-то между кросс-лифтбеком и универсалом с увеличенным дорожным просветом. И знаете, здесь есть интересная дизайнерская фишка. Весь кузов словно разделили на две части одной горизонтальной линией. Верх сделали максимально обтекаемым, покатое лобовое стекло, плавная крыша, динамичный силуэт. А нижняя часть, наоборот, выглядит максимально практичной. Массивный пластиковый обвес, защитные элементы, вертикальные поверхности. Получается удачный баланс. Автомобиль и современно выглядит, и намекает, что съехать с асфальта для него не проблема. Дополняют образ фирменные Т-образные светодиодные фары и такие же задние фонари. Именно они делают Stryker легко узнаваемым. В потоке его действительно сложно перепутать с чем-то другим. И что интересно, при всей этой внедорожной внешности инженеры не забыли про аэродинамику. Коэффициент сопротивления воздуха 0,29. Для автомобиля с таким количеством защитного пластика это действительно очень достойный результат. Если посмотреть на размеры румынского автомобиля, то они такие. Его длина 4620 мм, ширина 1824 а высота в зависимости от версии варьируется от 1525 до 1541. Колесная база 2704 мм. И вот здесь появляется интересный момент. Stryker оказался даже длиннее флагманского кроссовера Bigster на 49 мм, хотя по расстоянию между осями они практически одинаковые. Получается, инженеры хорошо поработали с компоновкой. А если поставить рядом такого соперника, как Skoda Octavia в кузове универсал, то Dacia будет короче примерно на 78 мм, но при этом имеет более длинную колесную базу на 18 мм. А это уже намекает на то, что внутри может быть довольно много места для пассажиров. С клиренсом тоже все вполне серьезно. Переднеприводные версии получили 190 мм дорожного просвета, а полноприводные уже 200. Для грунтовок, дачных дорог
или зимних сюрпризов этого должно хватить без лишних переживаний. Ну а колеса здесь зависят от комплектации. Доступны варианты от 17 до 19 дюймов. Открываем дверь Striker, и здесь сразу понятно – это все та же философия Dacia. Никаких попыток притвориться премиальным автомобилем, никаких лишних деталей ради красоты. Главная идея компании остается прежней – максимум практичности за разумные деньги. Многие решения знакомы по Duster и Bigster, но Striker все же получил свой характер. Переднюю панель немного переработали, добавили текстильные вставки на дверях и торпедо. А вот Т-образные элементы в дефлекторах перекликаются с дизайном фар. Перед водителем цифровая приборная панель. В базовой версии это 7-дюймовый экран с интересным 3D-эффектом, который создается за счет оптических бликов. В более дорогих версиях уже устанавливается 10-дюймовая панель. По центру мультимедийный экран чуть больше 10 дюймов. Через него можно управлять навигацией, музыкой и подключением смартфона. И вот здесь Dacia может приятно удивить. Если вам надоели сенсорные панели, где нужно 5 раз нажать, чтобы попасть в нужный пункт меню, автомобиль предлагает старую добрую классику – физические кнопки. Они остались под экраном, и даже руль без сенсорных поверхностей. В отличие от 7-местного Jogger, новинка доступна только в 5-местной версии, но места внутри достаточно и спереди, и сзади. В отделке используется практичный пластик, а сиденья получили прочную ткань. Она рассчитана на ежедневную эксплуатацию, легко чистится и при этом выглядит вполне приятно. Плюс инженеры поработали над шумоизоляцией, появились более толстые стекла и дополнительные материалы для снижения шума. А еще здесь есть фирменная система креплений U-Clip. В салоне предусмотрено 9 точек, куда можно установить держатель смартфона, подстаканник или другие аксессуары. А теперь самое важное для семейного автомобиля – багажник. У Striker это 600 литров, то есть сюда спокойно поместятся вещи для поездки, покупки или отпускный багаж. Конечно, универсалы вроде Skoda Octavia предлагают немного больше – около 640 литров, но разница уже не выглядит такой большой. Dacia показывает, что даже без огромных размеров можно получить действительно практичный автомобиль. Даже базовая версия получила неплохой набор безопасности: адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида, автоматическое торможение, удержание в полосе, распознавание знаков и контроль усталости водителя. А более дорогие комплектации добавляют все, что мы уже привыкли видеть в современных автомобилях: двухзонный климат-контроль, подогрев сидений и руля, беспроводную зарядку, аудиосистему Arcomes 3D, электроприводы сиденья и багажника, панорамную крышу и увеличенный экран. Renault окончательно закрыла эпоху дизелей, поэтому новый Dacia Striker теперь выходит только с бензиновыми и гибридными установками. И выбор, кстати, не такой уж маленький. 3 варианта силовых агрегатов и сразу 2 типа привода – передний и полный. Для тех, кто считает, что без полного привода даже до ближайшего магазина лучше не ехать. Базовый вариант – это мягкий гибрид G140. Здесь используется 1- и 2-литровый бивалентный турбомотор с 3 цилиндрами мощностью 140 лошадиных сил, где двигатель может работать не только на бензине, но и на сжиженном газе. Ему помогает 48-вольтовый стартер-генератор. Он добавляет тяги при разгоне и помогает немного снизить расход топлива. В пару идут либо 6-ступенчатая механика, либо 6-ступенчатый робот с 2 сцеплениями. Привод только передний. Следующий уровень – гибрид 155. Это уже полноценная гибридная система. Здесь атмосферный 1- и 8-литровый бензиновый двигатель мощностью 109 лошадиных сил работает вместе с электромотором на 49 сил и стартер-генератором. Небольшая батарея на 1,4 кВт-часа питает электродвигатель, а за передачу мощности отвечает 4-ступенчатый автомат с кулачковыми муфтами. Общая отдача системы 155 лошадиных сил. В компании говорят, что в городском режиме машина может до 80% времени ехать на электротяге. Но привод здесь снова только на переднюю ось.
Ну а на вершине линейки появляется самая интересная версия – гибрид с полным приводом, который недавно показали для Duster и Bigster. Здесь уже не просто экономия топлива, а попытка сделать автомобиль более универсальным. Под капотом работает 1- и 2-литровый турбомотор на 140 сил и 230 ньютон-метра тяги, которому помогает 48-вольтовый стартер, генератор и шестиступенчатый робот. Но главное дополнение – отдельный электромотор на задней оси с двухступенчатым редуктором, который развивает 31 силу и 87 ньютон. Питается от компактной батареи 0,84 кВт-часа и может полностью отключаться, когда дополнительная тяга не требуется. В итоге вся система выдает 150 лошадиных сил, а полный привод может работать даже на скорости до 140 км в час. А для тех, кто иногда любит съехать с асфальта, здесь подготовили отдельные режимы – авто, эко, снег, грязь, песок и бездорожье. Плюс в базе есть помощник при спуске. Продажи Страйкер в Европе стартуют ближе к концу 2026 года. Точные цены пока держат в секрете, но Dacia уже подтвердила главное – базовая версия будет стоить меньше 25 тысяч евро. Конечно, топовые версии с полным приводом и всеми опциями могут легко перешагнуть отметку 30 тысяч евро. Но даже тогда Страйкер останется одним из самых доступных вариантов в своем классе. Компания решила не просто сделать еще один кроссовер. Новинка пытается взять лучшее сразу из нескольких сегментов. От седанов – экономичность и эффективность, от универсалов – практичность и простор, а от кроссоверов – высокий клиренс. Удобную посадку и уверенность за пределами города. Получается автомобиль для тех, кто хочет все сразу, но без переплаты. Вопрос только один – сможет ли Dacia снова повторить свой главный трюк и предложить больше автомобиля за разумные деньги? Благодарим, что посмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и делиться своими комментариями. Ваша поддержка для нас бесценна. Желаем вам отличного дня и безопасных дорог. До новых встреч на канале.